Сегодня, 20 апреля, в клубе «Что, где, когда» третья заключительная игра магистров в рамках весенней серии 2025 года. И нас ждет встреча с командой, где она, вот она, Андрея Козлова. Итак, против телезрителей сегодня играют обладатели «Хрустальной совы» Елена Александрова, Владимир Антохин, Михаил Мун, двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский. Алексей Бакуменко и капитан команды, обладатель бриллиантовой и 3 хрустальных сов, магистр игры Андрей Козлов. Против команды Андрея Козлова сегодня играют Денис Краснов, Нижний Новгород, Елена Леонтьева, Ярославль, Алексей Шматов, Витебск, Михаил Драган, Ростовка, сектор Блиц, Елена Малкова, Томск, Дарья Остапова, Юбилейный, Сергей Вышегородцев, Электросталь, сектор Суперблиц, Александра Чигиринова, Гродно, Сергей Владыка, Молодечно, Евгений Афанасьев, Москва, 13-й сектор. Весенние игры магистров. Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Господин Козлов, добрый вечер. Добрый вечер. Сразу напомню телезрителям, что в прошлом году ваша команда получила приз «Золотая минута» за самую яркую минуту обсуждения. Эта награда дает вам право в любой момент в этом сезоне взять дополнительную минуту на обсуждение. Андрей, просто говорите, мы хотим воспользоваться золотой минутой, и наш распорядитель все сам сделает. Напоминаю телезрителям, что такая возможность у команды есть один раз за весь сезон. Андрей, планируете сегодня пользоваться этой минутой или побережете пока? Это же непредсказуемо. Между первой игрой и 4-й игрой в сезоне, по большому счету, нет никакой разницы. Как пойдет. Будем надеяться, что не понадобится. Электросталь. Против вас играет Сергей Вышегородцев из Электростали. Господин Антохин. Да, господин Ильич. Вы довольны своей судьбой? Вам везет? Ну, я доволен своей судьбой, но мне скорее не везет. Вот так вот, я бы сказал. Владимир, везет тому, кто везет. Кто везет. Внимание на экран. У нее была непростая судьба. Она долго скиталась по разным местам. Говорят, даже у нас в Нескучном саду побывала. Пока 11 июля 1962 года не нашла свое пристанище. Внимание, вопрос. Что везут и куда? Ответ готов, отвечает Алексей Бакуменко. Алексей, прошу вас. Это везут Бородинскую панораму Рубо, соответственно, место ее экспонирования. Она появилась до революции и после долгих лет скитания оказалась, посмотрите на экран, Бородинская панорама оказалась на своем месте. Алексей Бакуменко, первое очко для своей команды, 1-0 в пользу знатоков. И зарабатывает Алексей дополнительную минуту на размышление. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Андрей, на прошлой неделе команда Максима Поташова одержала победу, я бы сказал, сильно не напрягаясь. А вы можете себе представить ненапряженную, спокойную такую игру команды Андрея Козлова?
Ну, знаете, капитан команды Андрей Козлов, он не просто титулованный знаток, он мастер игры на нервах ведущего. Честно скажу, что и мне, и большой армии телезрителей такая манера игры яркая, шумная, в стилистике интеллектуального прессинга симпатична. Мастерство надо подтверждать, поэтому, Андрей Анатольевич, верим и надеемся не только в победу, но и ждем чего-нибудь эдакого. А интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, скажите, а вас напрягает, когда приходится защищать телезрителей от команды Андрея Козлова? Господин ведущий, скажите, а мое лицо выглядит напряженным? Скорее, да. Ну, я бы сказал так, что мы с командой телезрителей, несмотря на эмоции, как сказал один классик, работаем. И у меня к вам еще одна маленькая просьба. Ко мне? К вам. Так, слушаем. Команда Андрея Козлова любит поддаваться манипуляциям, а именно давать сразу два вопроса в надежде, что вы, так Два сказать... ответа. Да, два ответа. В надежде, что вы как-то чуть-чуть им подскажете, там, дадите наводку, какой из этих двух ответов правильный. Так. Я бы хотел сказать, что я буду сегодня это пресекать. А ко мне в чем просьба? Пресекать вместе со мной. Хорошо, попробуем. Второй раунд. Госпожа Александрова, как вы считаете, Алексей Гиязов в чем-то прав? У вашей команды ведь есть такая стратегия соединить 2-3 разных ответа в один? Вы знаете, Алексей Гиязов на своем месте, конечно, прав, но мы знаем, что здесь правила создает только один человек, и я его не вижу, но вы его хорошо знаете. Вы на меня намекаете, я понял. Скажите, но ведь бывает такое, что вот вы что-то скажете и слушаете внимательно, на что я среагирую так, а на что так. Бывает ведь? Бывает, но вы же не против? Суперблиц, не против. 3 вопроса по 20 секунд размышления на каждый, играет один знаток. Андрей, кто сегодня останется за столом? Позвольте сначала один вопрос выяснить. Скажите, игрок, который играет в Суперблиц, он может распорядиться вот этой нами заработанной минутой по своему усмотрению? Ну, вы же правила хорошо знаете, конечно, может. Может, да? И 1 минуты, и золотой минуты. Нет, золотой он может сидеть до конца игры. Владимир Антохин. Владимир Антохин, чтобы одержать победу в этом раунде, должен ответить на 3 вопроса подряд. Уважаемые телезрители, компания Бэтбум учредила приз для знатока, который сумеет выиграть Суперблиц. И если таких будет несколько, приз получит тот, кто выиграет Суперблиц последним. Итак, господин Антохин, внимание, вопрос первый. Вы еще не устали играть в Суперблиц? С вами играть в удовольствие, господин ведущий. Мухлиса Маруфхаджаева из города Андижан в Узбекистане интересуется, почему хозяйственные постройки в английском графстве Нортамберленд, которые вы видите на экране, такой необычной формы. Прошу, Владимир. Ну, может быть, там были викинги, и вот перевернутые ладьи как-то уже пришедшие в негодность использовали в качестве стройматериалов, поэтому... Скажите, вы ноги змеи не рисуете? Нет, не рисую. Нет. Именно Ну, дело в ну, викингах. Ну нет, просто ладьи перевернули, например, старые, и построили. Так, а теперь, внимание, правильный ответ. Именно ладьи. Ну, корабли викингов. Дракары, если вот хотите. То есть это все-таки в викингах было дело. Ну, Хозяйственные постройки, Владимир, такой необычной формы, потому что их делают, посмотрите на экран, из старых рыбацких лодок. Ну, просто из лодок. Что мне с вами делать? Я вам и так намекал, и так.
Ну, дракар тоже лодка, господин ведущий. Ну, в конечном счете, да. Господин Тимонов. Господин ведущий, ну, тут на 95% дан верный ответ. Конечно, слово норвежский. Ну, просто- лишнее, но ход Знаете, мысли... по-моему, Андрей, вы знаете, по-моему, весь зал понял, на что я намекаю, не называть ладьями лодки, и что викинги, зачем такие частности, и только Владимир Антохин этого не понял. Ну, потому что он любит частности. Вы же просили точные ответы, господин ведущий. Так это кто сказал? Кто сказал точные ответы? Господин Так вы Антохин. как раз дали дали не точно. Да, господин Гезов. Ну, вы знаете, я считаю, что вопрос, как бы, ответ на 95% правильный, он, конечно, неправильный все равно, потому что надо 100%. Ну, вы скидки же предоставляете. На Не- 5% получается. Ну, опять не Алексей, скидки. давайте попробуем дальше сыграть. Внимание, вопрос второй. Владимир, ну сейчас уже четко надо. Да, я постараюсь. Сарвар Касимов из города Уч-Кудук попросил показать вам необычные фонари, которые можно встретить на улицах Эйндховена. Видите, фонари могут перемещаться вдоль тросов. Сарвар интересуется, как голландцы прозвали эти фонари. Прошу. Ну, они круглые, светят вот как бы конусообразно сверху вниз, как классическая летающая тарелка. Может, летающей тарелкой прозвали. Летающая тарелка. А теперь, внимание, правильный ответ. Владимир, вот посмотрите. Я же вам сказал, да, что это могут перемещаться вдоль тросов. То есть это не провода, это тросы. А значит, за счет чего питаются фонари? Энергия откуда? Если это не тросы, если это тросы, а не провода. Солнечная энергия тогда может быть. Солнечная энергия. Совершенно верно. В дневное время они умеют Накапливают. накапливать энергию, умеют поворачиваться, двигаться вдоль тросов для подзарядки, ловить солнце. И голландцы, как их прозвали таким характерным для Голландии словом, Подсолнух. подсолнухи. Подсолнухи. 1-1. Сарвар Касимов из города Уч-Кудук получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Третий раунд. Прошли, работаем. Господин Антохин, вы какой-то сегодня были неуверенны в себе. Что-то вы нервничаете, да? Да, ответственность дает, господин ведущий, конечно. А вы не перетренировались перед игрой? Нет, мы как раз очень хорошо провели время перед игрой. Надеюсь, нам это поможет. Но я тоже на это надеюсь. Но с другой стороны, как говорит Андрей Козлов, Суперблиц прошли уже... Суперблиц проиграли, полдела сделали. Так, Томск. Работаем. Против вас играет художник Елена Малкова из Томска. Господин Бакуменко, по традиции в XVIII веке, по случаю больших праздников, на Масленицу, например, на Неве устанавливали горки для катания. Внимание, вопрос. С какой целью эти 20-метровые сооружения ставили парами? С одной горки съехал, на другую заехал и Мужчина, женщина, обратно. например, кататься, чтобы могли. Чтобы они не проваливались под лед как-то, мне кажется. Техника безопасности должна быть. Парами, если Кто не вот так, провалился? то съехал и заехал. Ну, сами горки, они же тяжелые получаются. Их ставили для одну бедных, для рядом богатых, или их ставили может, вот так? они Вот в чем вопрос. Ну, для бедных и богатых можно сколько угодно поставить. Парами. Именно. Может быть, для детей, для взрослых. Еще Как версия. вот не провалиться под лед? 20 метров, нам сказали, 20 метров именно. Они большая и тяжелая получается. Может, одни А в для одну сторону самих, накапывают, и в другие- другую сторону накапывают. То есть, Что накапывают? ну, снег, они же из снега делают. А может, И пока одни одна чистят, там Там часто тает, деревянный вторая каркас нет, был. Не например. почему, а с какой целью? может быть, одни чистят, а второй катаются. Ну еще.
Ну вот одна чистит, другая катается, да, там. Мужчины, Они женщины, деревянные, да? дети взрослые, может, одно Может, с взрослое, ними потом потом что-то можно дети. сделать? Как-то так поставить? Мост, потом мост какой-то, а не было мостов, да? В принципе, что они На празднике. На Масленицу, да. Сжечь? На Масленицу сжечь? Итак, Например, да. итак, Может, все-таки... господин Козлов, кто отвечает? отвечает Алена Александрова. То есть минуту не берете. Прошу. Ну, например, по одним горкам ездили, катались взрослые, а по другим дети в целях безопасности. По одной и по А другой. теперь, внимание, правильный ответ. Знаете, господин Козлов, очень близкую версию сразу сказал господин Бакуменко, а потом, прямо на первой секунде, а потом вы от нее уходили и далеко уходили. Что вы сказали, Алексей, в самом начале? Я сказал, что с одной горки съехали, на другую заехали за счет набранной инерции, набранной скорости. А если это две отдельные горки, то тогда для чего? Они большие. Представьте, большие горки, 20-метровые, значит, на них уезжаешь далеко. Ну, далеко, до верха, может быть, даже уезжаешь. Какого соответственно- верха-то? Скатываются с горок, а не на горке поднимаются. Вернуться потом, второе. А, ну, может быть, да, с одной горки. на другую. Возвращаться далеко, и ты тут же поднялся и едешь На с другую этой. горку. Да, господин Муд, вот сейчас к вам эта мысль пришла. Сооружения очень высокие. Посмотрите, вам сейчас вынесут картину. Горки ставили параллельно скатами друг к другу. Съехал по одной горке и сразу оказался практически у подъема на другую. И не надо ходить с санями туда-сюда. Понятно, да? 2-1, жалко. Господин Козлов, а что-то минуту не взяли. Мне кажется, вы как-то перепугались после суперблица. Мне кажется, вполне вы могли дойти. Знаете, Вы даже не рисовали. Вы обычно все рисуете, заставляете всех представить, а так как-то так по верхам Да прошлись. нет, рисовали. Вы знаете, я как раз не взял минуту, потому что я понимал, что у нас, скорее всего, нет правильного ответа, но я считал, что и за минуту мы вот правильный ответ не найдем. Судя по тому, как команда обсуждала, она уже на 40-й секунде замолчала, предложив все версии. Просто. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Елена Малкова из Томска. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы в 13-й сектор по адресу 13.alfabank.ru. А сейчас тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий, многие телезрители считают, что игры команды Андрея Козлова – это уникальное событие. Вы это уже успели подметить? Ну, зная, что может быть бывает, вернее, по-другому, пока все так же. Вы знаете, просто пока обходится без мордобоя. Ну, компания Bad Boom является и спонсором UFC, так что можем посодействовать еще. Да и вообще у компании Bad Boom есть еще более смелые проекты, как, например, турнир по медиа-бильярду среди звезд интернета. И, судя по списку гостей, там будет что-то невероятное. Играем в бильярд. 4-й раунд. Спасибо, Валерий. Господин Бакуменко, а вы на бильярде играете? Ну, кий в руках держать приходилось, но играть толком нет. А в преферанс? О, это тоже белое Нет. пятно. Но я знаю, что вы игру придумали какую-то новую. Вы вообще любите играть, насколько я знаю, и даже придумали свою игру. Да, люблю играть в настольные игры и придумал игру по истории смуты 17 век. Так, а автор кто этой замечательной игры? Я, моя жена Надежда и сын Василий. Это такой семейный подряд. А кто в нее играет? Я жена. И сын Василий. Мы провели больше 30 Ростовка. турниров для школьников Ярославля, например. А, это такая, для школьников. Но она игра. обучающая, но и взрослые тоже вполне могут играть. Там разные уровни сложности. Так что любой найдет для себя подходящий вариант. Алексей, благодарю вас. Сейчас Ростовка. Против вас играет оператор ЭВМ Михаил Драган. Поселок Ростовка, Карагандинская область. Господин Мун, Да, господин. одна американская сеть кафе не меняла режим своей работы в течение 35 лет.
Но однажды, в честь Рождества, руководство решило объявить выходной день. Внимание, вопрос. С какой проблемой столкнулись в большинстве заведений? Итак, Люди пришли поставить памяти. Просто никто не Ну, это не- пришел. Или... на следующий день никто Люди не пришел. пришли просто. Нет, я имею в виду, что сами В сотрудники пришли. большинстве заведений. Итак, еще раз. Закрыли все заведения сети в честь Рождества. Это какое, 24-е? Ну, то есть какой-то цикл, 24 вот он длится октября? И тут постоянно. либо пришли постоянные клиенты, Ну, либо это не пришли проблема. постоянные Они, может быть, памяти. какие-то кошки, собачки, и они привыкли там вечером, грубо говоря, что к ним... Что? Ну, а их не кормят, как бы. Дети какие-то пришли. Ну, рекламацию Рождество. нашу не спросят, что-то веселое. Хорошо, а если Да? люди привыкли, там позвонили, что их грабят, Всегда например, один и тот же именно режим, то есть это время. Это То есть сеть А кафе. что люди начали закрытию звонить? Да, приходили действительно, кошки. люди начали А звонить, может, люди жаловаться. потом не вышли, они что-то не поняли. Один раз обидели. Мяукали. Сотрудники, да. Очень шумно было, в смысле. А даже от животных. Ну, просто как бы пришли животные, привыкшие Да кормиться, ну, а их как бы не оставь. кормят. Почему? Рождеством. А может, Дед Мороз туда приходили и ели, а так Дед Морозы были голодные, например. Или дети, может, Ну, Санта-Клауса просили веселое подарки что-то, может, какие-нибудь, а его там не такое. было. Помощь возьми, попробуй. Очень громко. Я уже думал взять дополнительную минуту, но вот услышал, как... Помощь. Итак, знатоки помощь клуба просят, уважаемые гости и знатоки, у вас 20 секунд, чтобы помочь команде. Замков не было, они никогда не закрывались. Замков не было. Это всегда работали. А, то есть режим был круглосуточный, в принципе не закрывали. Мы готовы сказать спасибо большое клубу. Вы меня слышите? Да-да, я слушаю вас внимательно. Поскольку, скорее всего, да даже не скорее всего, точки этой сети работали круглосуточно, то не было необходимости в замках, которые закрывают двери. И, соответственно, когда объявили выходной, то оказалось, что кафе, вот эти точки, могут остаться открытыми, что само по себе очень неприятно, потому что могут и грабители, и все. То есть столкнулись с проблемой того, что невозможно закрыть входы в эти кафе. Вот такая Действительно, внимание, правильный ответ. Вы один шаг не сделали, не меняли режим своей работы в течение 35 лет. И вот не задавали себе вопрос, а какой режим работы-то был. Сказали бы круглосуточный, и было бы проще, да, господин Мун? Да, господин. Сразу резко проще было бы. А так весь клуб вам помог. Еще становится 2-2. Давайте работать уже, ну елки-палки. Михаил Драган из поселка Ростовка получит от Альфа-банка компенсацию 100 тысяч рублей, потому что знатоки ответили на вопрос только с помощью клуба. Пятый раунд. Господин Скипский, Михаил, у вас нет ощущения, что вы как-то сегодня очень нервно входите в игру? Есть такое ощущение. Ну а как вас расслабить? Ну, нас надо только напрягать, мне кажется. У нас есть специалист в этом вопросе. В каком вопросе, Михаил? Напрягать? Напрягать, да. А хотите, чтобы я вас развлекал? Вы-то... У вас своя работа, а напрягает нас Андрей. Я попробую. Работаем. Гродно. Давайте уже все проснулись все. Против вас играет преподаватель английского языка Александра Чигиринова из Гродно. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Добрый день, уважаемые знатоки. Я приветствую вас из города Авиньон, в котором проходит ежегодный международный театральный фестиваль. Главная площадка его находится здесь, во внутреннем дворе бывшего папского дворца, и мы видим, как двор на это время превращается в зрительный зал. Конечно же, все представления проходят под открытым небом, на сцене отсутствует занавес, и, к слову сказать, количество декораций, как правило, минимально. А теперь, внимание, вопрос. Почему на фестивале в Авиньоне лучше иметь минимальное количество декораций? Ну, дождь же пойдет, представьте, они промокнут. Еще. Их туда не притащить можно. Некуда их вообще. Нельзя подъехать туда. Это На заповедник. акустику влияет, например, еще. Это заповедник. Ну, Ну, как? архитектурный Ну, памятник. потому что памятник, туда нельзя подъехать. заповедник. Надо притащить на себе придется. Ну да, поэтому... Тяжелые просто- декорации ты будешь тащить на себе. Да, кстати, запросто. Современных дорог, наверное, для грузовиков узкие наверняка там А не может, подъехать. узкие Да. улицы,
же, что не привезешь. Нет подъезда для грузовика. Декорации можно там сколотить. Почему материал Про не акустику сколотил? услышали, что на акустику очень сильно, например, влияет? Зрители не Да, услышат. на верхних рядах не услышат, например. Там же нету этого самого... Крыши нет, да. Да, ни крыши, ни подвески. Крыши нет. Занавеса нет еще. Может, декорации как занавес используются? Нет, минимум наоборот. Ребят, смотрите, само помещение огромное, и всегда было слышно, но оно пустое, да? А может там сверху смотрят и декорации? Ну, там и снизу, и сверху. А, что это декорации? Они там сильно... Ты можешь сделать другую декорацию. А вы будете отвечать? Да. Думаю, что как-то вы так вот так вот спрашиваете, но мне очень нравится версия Владимира Антохина, тем не менее. Прошу, Владимир. Мы видели, что довольно большое пространство, вот еще и открытое, и если декорации их много поставить, то они будут глушить звук, и тогда зрителям на верхних рядах вообще ничего не будет слышно. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Поташов, а у вашей команды какая версия? Та же самая. Та же самая. А другие версии есть в зале? Есть. Господин Друзь? Такое впечатление, что там очень маленькие входы в этот внутренний двор, которые показали в конце вопроса. И много декораций туда, если они большие, не протащить. Что же может мешать декорациям на открытой площадке? Кто сказал? Сидни сказал. Внимание на экран. Из-за ветра Мистраль, который дует в Авиньоне, он настолько силен, что может вырвать деревья с корнями, и поэтому, если вы хотите разместить много декораций, то вам придется просто прибивать их к сцене. Ветер. 3-2 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Александра Чигиринова из Гродно. Шестой раунд. Господин Козлов, а сейчас, на ваш взгляд, что вам помешало такую версию обсудить? Ну, мы обсуждали же версии, связанные с декорациями, с их доставкой и прочее, да? Но даже не помешало, я доволен обсуждением, серьезно. Просто вот эта версия с акустикой в этом огромном помещении, да, она была очень хороша. А про ветры в Авиньоне, может быть, кто-то знает, кто-то нет. Это же Не, ну, не важно. Мы могли сказать дождь, но это был бы все равно неправильный ответ. Действительно же, господин Алексей. Может, дождь и ветер — это разные? Юбилейный. Работаем. Ну, против вас играет учитель иностранных языков Дарья Остапова, поселок Юбилейный, Гомельская область. Вы знаете, господин Козлов, когда вот бывают такие вот, например, вопросы, там, как про кафе, да, команда не отвечает, потом надо собраться и наоборот, тот, который внешне кажется так суровый, взять и красиво на него ответить. Постараемся. Это, господин Козлов, вопрос философский. Внимание, иероглиф «фу». Вы можете ознакомиться с этим иероглифом, но суть не в этом. Господин Козлов, Да. китайский иероглиф «фу» обозначает счастье. Счастье. Одна его часть довольно житейская, приземленная. Она символизирует достаток. А философия этому вопросу добавляет другая часть. Но что она обозначает, я вам не скажу. Внимание, вопрос. Без чего же, по мнению китайцев, счастья не будет, даже если есть достаток? Здоровье? Здоровье? Здоровье ничего.
А это не похоже на аиста, например? Аист на крыше. Вот это похоже на Аист это русское. У вас есть картинка. Первый человек, второй достаток. Может быть, как бы возвращение, то есть надо потерять, а потом вернуть, и Может быть, тогда вот... родители, дети, Глубокий родители. философский. Житейское, это, допустим, Без чего? дом, например. Доставка, да. Вот справа я, Дома-то справа есть я. достаток. Да. Может, Дома-то есть достаток. счастье, несчастье. Ну, то есть, как бы вот А может быть, мудрость? нельзя радоваться, если ты не потерял, если философски. Понимаете? Приобретение достаток. ветер, А, ты который приобрел толкается, достаток. разрушит, Типа а дом приобретение, стоит. как глагол Вот как бы, приобретение. да, что он не... Или вот... Блин, ну потеря. находки. Ну, это слишком. Потеря и достаток. Вот А как может бы... быть, ум, здоровье, вот Не, потеря здоровье. То есть достатка. счастье не бывает без несчастья, на самом деле. Если философски, счастье не бывает без несчастья. Да, диалектика. И вот как это отразить? Как бы? Огонь Может еще, быть, когда семья достаток, например, какая-то, еда может, еще, семья, когда достаток дом у тебя. полный Что счастья. еще? Ну, любовь вообще, Пожар. вообще, если так, то любовь, конечно. Любовь и достаток. Вот счастье. Здоровье. Да любви Да у не них особо здоровье. не было в Древнем Китае. У них там Итак. разговорные браки. А вот здесь мы готовы послушать вас, господин ведущий. Вы сказали и так, я вас перебил, извините, пожалуйста. Вы отвечаете или берете дополнительную минуту? Что? Да, и я хотел сказать, что мне кажется, что вот здесь есть шанс, все-таки взяв дополнительную минуту. Только, Итак. пожалуйста, повторите, пожалуйста, вопрос. Да, если берете дополнительную минуту, практически моя обязанность контрольное чтение у меня. Китайский иероглиф «фу» обозначает счастье. Одна его часть довольно житейская, приземленная. Она символизирует достаток. А философии добавляет другая часть. Без чего же, по мнению китайцев, счастья не будет, даже если есть достаток. Ну, тоже приземленное и неприземленное, да, понимаете? Даже если есть достаток Может, счастья, не будет. Может, какая-то мечта, там какая-то идея. Наследники. Мечта, Без чего, без чего? победа, Наследники. мечта. Ну, дети. Глубина должна быть какая-то, философия. Мудрость. Солнце, Если луна. есть достаток, то есть вот представьте, что-то богатый такое. человек, но он несчастлив. Почему Ну, он дети, несчастлив? не знаю. Ну вот ему не на что потратить. Не обязательно Вот- богатый. Поделить этот вот- достаток. вот Семья тогда. увлечение Может какое-то. быть, страна там какая-то, не знаю, подвиги Еще, какие-то. еще. Хорошо, а это вообще у нас что? Человечек. Может или быть, что? идея А это какая-то, невозможно придумки там какие-то его, не знаю. Может быть, слава в... Ну, Признание. достаток и признание. Творчество. Компания, Творчество, ну, например. крестьяне Признание зачем? может быть. Признание Друзья. какое-то, признание. что тебя общество принимает. Уважение. Уважение, да. Уважение тоже Что вот ты без, ничего. у тебя есть недостаток. Ну Уважение. да, там Это достоинство, неплохо. это популярная тема в китайской философии. Итак, отвечает у нас Михаил Скипский. Михаил Скипский. Итак, без чего же, по мнению китайцев, счастья не будет, даже если есть достаток? Без уважения общества. Тебя должны уважать. Михаил. А вот у меня вопрос к Михаилу Мону. Михаил, вот давайте вас я спрошу. Вот лично вас. Если у вас есть достаток, но без чего у вас не будет счастья? Лично у вас. У меня не будет счастья, если мне не с кем будет его разделить, конечно. По мнению китайцев, Михаил, даже если есть достаток, счастья не будет, если нет веры. Вы согласны? Согласен, конечно. Вопрос философский. Если нет веры. 4-2 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Дарья Остапова из поселка Юбилейный. 7-й раунд. Работаем. Господин Козлов, а вот этот вопрос, который был сейчас, это как раз вам не выпал в декабре при счете 5-5. Вы знаете, это каждый раз сложно сравнивать. Я не хочу ничего сказать, но вполне возможно, что в декабре кому-нибудь на первой секунде пришел бы в голову ответ, да? Но сейчас не пришел. Да, ну вот что тут сделаешь? Ну, красивый вопрос, ничего не скажешь, действительно. Философский и поучительный. Михаил, а вы как считаете, Мун? Ну да, конечно, красивый вопрос, да. Вам обидно, что не пришла эта мысль в голову?
Ну, мне вообще обидно, что очень много мыслей не пришли в голову, и не только на этом вопросе. Давайте обидно. работать. Давайте работать. Да. Итак, Молодечно. Против вас играет журналист Сергей Владыка. Город Молодечно, Минская область. Госпожа Александрова, очень жаль, что вас не было на первой игре магистров, и вы не видели, как Леонид Климович эффектно ответил на вопрос о кучере Чичикова-Селифане. Я посмотрела. Посмотрели? Эффектно? Да. Алена, для вас у меня есть другая история, как Чичиков с Селифаном отправляются к Собакевичу. Внимание, мешок. Видите, господин Козлов, есть и по 3, и по 5. Ну, вчера. Но вернемся к Гоголю. Внимание. Лучше не трогайте пока. Пока. Расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высоплют из мешка. О чем это сказал Гоголь? Про бакенбарды Чичикова, например. Слухи? Ой, не Чичикова, а Собакевича. Собакевича неплохо. А слухи не хотите? А почему? Они отправляются Ну, к Чичиков Собакевичу. приезжает торговаться про мертвые души. душами, И все эти помещики... все потихонечку друг от друга Но они узнают. отправляли к Собакевичу. А Ну, буквы так- не могут, когда он читает, расползаться? А, буквы? Буквы. Кого? А Ну, буквы и где? что-то они читают, не Да, знаю. буквы Или они едут, допустим, и Буквы трясет, хорошо. буквы, да. Но они все-таки не расползаются. Они все-таки, если трясет, они возвращаются обратно. А здесь вообще расползаются, понимаете, в разные стороны. Как раки, которые... А раки назад пятятся, нет? Ну, не важно, главное, что-то Они было в одном расползаются. месте, и все. Кто-то... Что можно- А Итак, может быть, слухи. эти слуги... Бакенбарды. Ну, бакенбарды уверен? все-таки... Чего бакенбарды-то? они А может, остаются крестьяне, вместе. которые вот пятились назад, и им ну, А, когда кланялись, Чичиков- вот так Собакевич, он вот. какой? Он хам, правильно? Да. Они перед ними, Кланялись. ну, кланялись и как-то О расступались. чем? О чем? О чем? Крепостные. Потом они Хорошо. отправляются к телефону. Отправляют, то есть они вот Нет, прямо... они с телефоном... В Телефоном. смысле, к Собакевичу. Собакевич. Там Итак. процесс движения. Кто процесс движения? Прошу, кто отвечает? Михаил Скипский. Михаил, прошу вас. Ну, я думаю, что слухи все-таки. Слухи. А при чем здесь то, что отправляются к Собакевичу? Ну, они едут к Собакевичу, Собакевич... Ну, и эта весть проходит по всем помещикам, они рассказывают другим. Господин Друзь, а у вас есть версия? У нас есть версия. Да и я готов ответить. Дороги расползались по Гоголю. Дороги расползались, как пойманные раки. Господин Скипский, отправляются почему? По дороге, да. По дороге, а не с кучером. По дороге. И дороги расползаются, словно раки, во все стороны. Гоголь писал о дорогах. 5-2. $100 000 рублей от Альфа-банка получит журналист Сергей Владыка. Уважаемые телезрители, по окончанию этой игры Андрей Тимонов определит лучшего знатока и вручит ему хрустальный атом, традиционный приз госкорпорации «Росатом». Прошу вас, Андрей. Господин ведущий, сегодня у нас последняя игра весенней серии, и нам осталось буквально 2 с небольшим недели до главного праздника страны – Дня Великой Победы. От лица госкорпорации, наверное, всего клуба хочу пожелать и зрительской аудитории Первого канала, и всем жителям нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Хочу поздравить их с этим праздником. И, конечно же, пожелать нашим ветеранам крепкого здоровья. Благодарю, Вадим Карпин. Подходят к концу весенние игры магистров. Скажите честно, они вам больше понравились, чем четвертьфиналы Лиги Чемпионов на прошлой неделе или меньше? Ну, не могу сказать больше или меньше, потому что абсолютно разные, понятно, соревнования. Но по накалу, по страстей, так скажем, пока в моей голове ничья. Ну, Валерий, сразу чувствуется, что вы не защитник, а полузащитник. Ну, а у нас решающие игры еще впереди. Ну и в Лиге Чемпионов аналогичная ситуация, то есть полуфиналы и финалы еще впереди, так что предлагаю
всем посмотреть эти матчи, интереснейшие, с компанией Bad Boom. Уверен, будет жарко. Благодарю вас, Валерий. 8-й раунд. Уважаемые телезрители, если вы хотите в этом сезоне сыграть против знатоков, вам надо прислать вопрос на игру либо по электронной почте, либо по почте, либо заполнив специальную форму на нашем сайте tvigra.ru. Господин ведущий, позвольте мне открыть небольшой секрет. В летней серии игр, в отличие от весенней серии, будет не 4 игры, а целых 7. Поэтому призываю Вопросов надо много. и отправлять их прямо сейчас. Уважаемые телезрители, слушайтесь Алексея Гиязова. Так смотрим на Волчок. Москва. Работать. Против вас играет менеджер Евгений Афанасьев из Москвы. Господин Скипский, ну, мы знаем, что вы большой любитель живописи. Это да. Никогда ничего не путаете. Я хочу вас развеселить немножко. Я понимаю, да. Мы его так веселим уже. Михаил, в 2016 году по итогам обращений граждан одна научно-исследовательская организация, носящая имя Павла Третьякова, составила рейтинг русских художников. На 5-м месте оказался Алексей Саврасов, на 4-м Иван Шишкин, на 3-м Иван Айвазовский, на 2-м Исаак Левитан, а на 1-м Константин Коровин. Если вы догадаетесь, чем занимается эта организация, вам несложно будет ответить на вопрос. Внимание, вопрос. По какому принципу составлен этот рейтинг? Подделки, научные, значит, он должен подделки распознавать. Это почтовые марки не могут быть? Научно-исследовательская организация, научно-исследовательская. Нет, ничего, кстати, неплохо. А если Для вот- школьников не Использование в могут, рекламе этих образов. которые- Использование в школьной программе. В школьной программе? Ну, Репин точно Рекламе был бы. может. в школьной- Коровин не на первом месте в Да, а школьной Репин программе. был наверняка был. И Коровин самый знаменитый. Айвазовского часто подделывают. Это... А если кто-то, что Коровина подделывает чаще всего? Хорошо, а кто Чаще всего направление дорогое, но кто-то кого-то путает постоянно, например, опять же. Научная исследовательская. Что изучает? Вот она что нам сказали. Если вы Знаете, догадаетесь, что это она изучает. стереотипы просто про картины. И какие про Коровина, что мы знаем? авторы чьих картин путают. И Коровина. Коровина принят. Кого? А когда Айвазовского? А изучать Ну, Айвазовского нельзя Айвазовского не перепутать, перепутать. конечно. Может, большее количество, там, не знаю, красок кто-то Где-то в использовал, музеях висит меньше просто. красок. Типа оцифровать как-то, оцифровать как-то. Но опять же, Репин был бы, да, в Цена, пятерке. цена на аукционе, самые дорогие. Репин А чего нет. Репин подделал? Слушай, его и хрен Но подделать. цена это не совсем не наверное. Прошу. Ничего хорошего. Ну, давайте попробуем, Михаил Мун. Михаил Мун, прошу вас. Мне кажется, что поскольку организация научно-исследовательская, наверное, она научным исследованием определяет подлинность картин. Соответственно, рейтинг, наверное, наиболее подделываемых картин. Абсолютно правильный ответ, Михаил. 5-3. Уважаемые телезрители, после майских праздников начнется летняя серия. И начнется с 3 игр магистров. Кому из них удастся по сумме 2 игр одержать 2 победы, те сразу получат право сыграть в зимней серии. Те, кто одержит 1 победу, получат шанс сыграть еще и в осенней серии, а там постараются эту 2-ю победу добыть. Ну, а те, кто обе игры проиграют, получат... Господин Белозеров, мне неловко сказать, напомните, что в кармане у Александра друзья? Он в прошлый раз рассказывал. Господин ведущий, давайте оставим. Ничего. Оставим. 9-й раунд. Ну что, немножко отпустила? Ну, это совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. 13-й сектор. А, там ближе. Покажите. Покажите. Вот такая у нас диспозиция.
Напряжение нависло. Блиц. Ну, волчок дает. 3 вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на 3 вопроса подряд. Господин Козлов, на любой из этих вопросов вы можете взять золотую минуту, и минуту в кредит тоже можете на любой из них. А можно вот здесь уточнить? Я сижу, вот смотрел на волчок. Здесь же получается не минута в кредит, а 20 секунд в кредит. Например, на Почему? втором. Ну, потому что... Андрей, ну вы читаете правила. Нет, в кредит понимаю. бывает только минута. То есть мы получим на один вопрос минуту, все. Да, дополнительно. Что-то у меня сегодня с головой. Внимание, вопрос первый. Господин Мун, вы сейчас проявили себя наиболее адекватным, поэтому я к вам. Если вас, не дай бог, будут беспокоить боли в пояснице или артрит коленного сустава, медики могут вам порекомендовать ретро-ходьбу. Динара Ибраева из Алматы просит вас продемонстрировать это упражнение. Михаил отвечает, хотя это не экономит ничего. Но... Я просто знаю, что такое ретро-ходьба. Это вот ходить назад. Дойдите, Михаил, дойдите туда, возьмите колотушку для гонга. Возьмите. Внимание, вопрос второй. Возвращайтесь. Работаем. Михаил, итальянцы часто общаются при помощи жестов. Алексей Кудрявцев из Витебска интересуется, что у итальянцев означает вот такой жест. Посмотрите на нашего распорядителя. Вот шевелить надо именно, да? Горизонтальной плоскости. Вот так вот поворачивать, да? Пистолет, отвертка. Шуруповерт. Ключ. Кофе, пицца, Общается. Выпить кофе, выкурить сигарету. 2 пальца, 2 по-итальянски это секунда, да? Это что-то такое? Пару секунд? Да. 2 секунды, а они общаются с помощью Примерно 2 жестов. секунды. Разговаривают. Хорошо, если штампы, кофе, макароны. Пицца. Пасту навернуть на вилку. На вилку. Да, то есть употребление пасты по Италии. Стоп. Прошу, надо отвечать. Или брать дополнительную минуту. Золотую. Или минуту в кредит. Как хотите. Они меняются друг на друга. Я все понимаю. Михаил Скипский пусть. Михаил Скипский. Хочется верить, что этот жест означает перекусить пасту, да, как будто они наматывают на вилку макаронные изделия. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Козлов, согласитесь, я на дополнительную минуту на золотую намекал. Вы сегодня вообще невероятно добры. Я бы этого не сказал. Таким жестом итальянец предлагает вам поесть спагетти. Работаем! И, наконец, блиц продолжается, решающий 3-й вопрос. Мария Немченко из Краснодара интересуется, что у французов означает выражение «здесь вам не Версаль». Можно вести себя свободно. Версаль за городом. Нет, Парк, может фонтаны. быть, наоборот, орите. типа... Не орите. Как это? Может, за городом другая форма одежды? Форма одежды какая-нибудь еще. Может, вы не орите. Версаль это... не в лесу, ты не в лесу. Версаль это Не в лесу, громко не орите. Дворец, там, Версаль. Да, не в лесу не ори. Можете спокойно как что-нибудь... А может, расстегнуть? Итак, будьте свободны. ваше решение. Мое решение, что вот здесь я, пожалуй, попрошу у господина Гиязова минуту в кредит. Господин Гиязов, что скажете? С учетом того, что минута в кредит будет поменена сразу обменена на Но это дело господина Козлова. Он может проиграть и оставить золотую минуту. Это его решение. Тогда мое решение все-таки дать минуту в кредит. Итак, господин Козлов, что у французов означает выражение «здесь вам не Версаль»?
Версаль это дворец. Может быть, И большой парк. Королевский двор, шикарный, а может быть, ведите себя прилично. Ведите себя прилично, наоборот, прилично ведите себя. Что это как Потому бы что не... парки типа никто не видит. туристы, типа, Да не парк, это вообще не дворец. важно. Ну что это во дворце, там все... свои ребята. Не может быть, говорите по-французски. В Версале одни туристы. В Лувре туристы. Хорошо, согласен, да. Версаль все-таки королевский двор, манеры. Королевский двор. значит, Может, реально как? Ведите себя прилично, а не как Это не только королевский двор, даже уже Мне весь нравится современный. Аленкина Версаль. Да. Там все просто... Наоборот, ведите себя прилично, что это не Версаль. всем. Там вели Типа по-разному. нравы, как бы, типа Да, нравы там были нравы плохие, были да? свободные. Ну, например, как версия, не знаю. Да и сейчас тоже. Хорошо, туда съезжаются гости. Это достаточно далеко от города, Еще там версия. ехать долго. Закройте дверь. Может быть, в плане одежды, как, не знаю, может быть, скромнее. А там лифты могли появиться первые какие-нибудь. Лифты первые появиться, Нет, фонтаны нет, первые нет, появиться. нет. Фонтаны были там? Ну первые, не Может, там первые. с Первые в модой Риме, что-то, первые в с Италии. модой, ну, Итак, знаете, кто отвечает? Алена Александровна. Алена, прошу вас. Есть версия, что это значит ведите себя прилично. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Поташов, а в вашей команде есть какая-то версия? У нас много разных, но, например, вот у Юрия Филиппова есть интересная. Но если душ занимаешь долго, что тут вам универсаль, Да, выходил, а еще фонтан. какие версии есть? Разные студии ведите себя прилично. Не, почему? В чужой монастырь со своим уставом не ходит. Видите, какой блиц оказался. Версаль славится своим роскошным освещением. Во Франции говорят вам не Версаль, если кто-то забыл погасить свет. 6-3. Счет становится 6-3 в пользу телезрителей. Команда Андрея Козлова терпит поражение. Но еще один шанс у команды будет. Вот имена телезрителей и победителей. По 100 тысяч рублей получат. Сарвар Касимов из города Учкудук. Вопрос о фонарях. Елена Малкова из Томска. Вопрос о горках. Александра Чигиринова из Гродного. Вопрос о ветре. Дарья Остапова из поселка Юбилейный. Вопрос о счастье. Сергей Владыка из Молодечного. Вопрос о раках. И Мария Немченко из Краснодара. Вопрос о Версале. Господин Тимнов, кто получит сегодня «Хрустальный атом»? Обычная игра команды Андрея Козлова очень шумная. У меня такое внутреннее ощущение, что я ее немножко сглазил. Но был игрок, кто был не просто результативным, но еще и пытался дровить команду изнутри. Это Михаил Мун. Михаил, вы лучший игрок. Господин Гиязов, а кому достанется приз за лучший вопрос? Вы знаете, господин ведущий, сегодня мне очень сложно выбрать, потому что был прекрасный вопрос в видеоформате, как мне нравится, про ветер в авиньоне. Был потрясающий вопрос про раков, а я люблю вопросы с предметами не меньше, чем видеовопросы. И вы знаете, у меня есть такая мысль, может быть, неожиданная. Я бы хотел, чтобы сегодня лучший вопрос определил господин Козлов. Господин Козлов, какой вам вопрос? Вы можете помочь Алексею? Давайте все-таки на тот вопрос, на который самое обидное, что команда не ответила. Это философский вопрос про иероглиф. Да, Дарьи Остаповой. Вопрос о счастье вы имеете в виду, да? Уважаемые телезрители, на этом весенние игры в клубе «Что, где, когда» закончены. Большое всем спасибо. Кто строит самые современные атомные станции в мире? Россия. 80 лет атомной промышленности. Росатом. Вариантов много. Верный один. Альфа-банк. Для умных и свободных.